А хотите проверить свою силу знаний? Возможно, любите разгадывать сканворды. Или вы просто тянетесь к общим знаниям, испытывая непреодолимую тягу к чему-то новому? Тогда испытайте свои силы с нашим тестом, состоящим из 12 вопросов на разные темы. Какую популярную сладость во Франции называют папиной бородой, в Греции бабушкиными волосами, а в Африке дыханием призрака? Зефир, сливочные тянучки, сахарную вату. Сладкая вата – незамысловатый десерт, который готовится буквально из воздуха и ложки сахара. Названия сахарной ваты различны на разных языках и полностью характеризуют внешний вид и происхождение этой сладости. В Америке – хлопковая сладость, в Англии – волшебная шелковая нить, в Германии – сахарная шерсть, в Италии – сахарная пряжа, во Франции – борода дедушки, а в Израиле, Индии и Греции – волосы старушки, а в Африке – дыханием призрака. Можно ли в микроволновке разогреть воду выше температуры ее кипения? Да, нет. Если очень чистую воду, помещенную, например, в кружку с ровной внутренней поверхностью, поставить нагреваться в микроволновку, не будет условий для формирования пузырьков. Из-за этого температура воды может сильно превысить температуру кипения. Если это произойдет, то по окончании подогрева жидкости, при механическом воздействии на кружку, вода может сильно расшириться и выплеснуться из емкости. Не ожидая этого, есть риск получить ожоги. Пенни-фартинг – это один из первых видов велосипеда с большим передним колесом. Широкая юбка, ставшая популярной у российской знати в XIX веке. Валюта африканской страны. Пенни-фартинг – один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом, который получил распространение в 1880-х годах. Пенни-фартинги были первыми подобными транспортными средствами, которые стали называть словом велосипед. Кем по специальности был Эрнё Рубик, изобретатель знаменитой головоломки в виде кубика, которая получила его имя, учителем математики, художником-карикатуристом, скульптором и профессором архитектуры. По первому образованию Рубик – инженер-строитель. Затем в аспирантуре он учился на скульптора и дизайнера интерьера, а работал архитектором. По этой специальности получил звание доцента. Вскоре дорос и до профессора. Кубик Рубика изобрел в 30 лет, в 1974, а запатентовал спустя год. Массовый выпуск начался в конце 1977 года. В каком городе Индии находится храм Лотоса? Мумбаи, Калькутта, Дели. Храм Лотоса – главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах, построенный в 1986 году. Расположен в городе Нью-Дели, столица Индии. Огромное здание из белоснежного пентелийского мрамора в форме распускающегося цветка лотоса, одна из наиболее популярных среди туристов достопримечательностей Дели. Известен как главный храм индийского субконтинента и главная достопримечательность города. Выражение «бархатный сезон» ввели в обиход в конце XIX и начале XX века. А к каким месяцам оно тогда имело отношение? Апрель-май, конец мая и самое начало июля, начало сентября и конец августа. Выражение «бархатный сезон» родилось в Крыму в начале XIX века и было связано со сменой тяжелого зимнего гардероба на легкий весенний.
В ту пору на Крымском полуострове отдыхали только представители царской семьи и высшего сословия. В апреле они приезжали в Крым, где сменяли одежду из дорогих мехов на платья и костюмы из бархата. И тогда в Ялте начинался бархатный сезон. Подделка чего ввела в обиход слово «липовое» – украшений, печатей, монет. С развитием письменности для заверения подлинных документов использовали металлические пластины. Однако находились умельцы, виртуозно поделывавшие печати, вырезая их из древесины липы. А она, как известно, славится своей мягкостью и простотой обработки. Обман был быстро раскрыт, а липовые клише приобрели не только прямое, но и косвенное значение. Правда ли, что в Японии усыновляют взрослых мужчин? Да, нет. В японском обществе есть множество необычных традиций, одной из которых является усыновление взрослых мужчин. По традиции, состояние отца переходило по наследству к старшему сыну, но что если у главы семейства его не было? Или он в силу слабого здоровья или недостаточных личных качеств, он не подходил на роль наследника, то усыновляли взрослых мужчин, мукайоси. В то время мукайоси подыскивали среди дальних родственников. Если подходящего кандидата не находили, то им мог стать молодой человек из другой семьи, с сопоставимым кругом общения и уровнем доходов. Он вступал в брак с дочерью наследника и брал ее фамилию. Какой из этих международных размеров одежды самый маленький? L, M, S. Для упрощения выбора подходящей тому или иному человеку одежды и обуви производителями используются системы обозначений размеров. В большинстве случаев размер наносится на бирку, прикрепленную к одежде, а в случае обуви он может находиться на подошве или стельке. Из перечисленных размеров самым маленьким является S, так как это сокращение от small – маленький, M – это medium – средний, а L – большой – large. Какой специалист занимается изучением неопознанных летающих объектов? Глициолог, спелеолог, уфолог. Уфология – неофициальное название исследовательской дисциплины, занимающейся изучением феномена НЛО и связанных с ним феноменов, в частности, контактах с инланавтами и похищениях ими, мысленном общении с инопланетянами, возможные палеоконтакты. Круги на полях. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры УФО – Unidentified Flying Object, имеющий русский аналог НЛО. В основном термины «уфология» и «уфолог», «афологист» используются средствами массовой информации и не фигурируют в перечнях научных дисциплин. Кто был хозяином коня по кличке Буцефал? Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Александр Македонский. Буцефал – любимый конь Александра Македонского. По легенде, в 10-летнем возрасте царевич Александр единственный смог укротить этого коня, и с тех пор только ему Буцефал позволял на себе ездить. Более того, конь всегда становился на колени, когда его подводили к хозяину. Александр безумно любил Буцефала, берег его и в боях не использовал. По легенде, персидские варвары похитили Буцефала, но когда Александр пригрозил им полным истреблением, сразу вернули хозяину. Что в Древнем Египте называли солнечным яйцом? Абрикос, апельсин, ананас. В Древнем Египте, куда был завезен абрикос,
Резчики по слоновой кости оценили материал, подаренный солнечным плодом. Они изготавливали из косточек, покрытых ажурной резьбой, бусы, браслеты и серьги, которые высоко ценились на рынках. Кстати, в Древнем Египте абрикос называли солнечным яйцом. Надеюсь, этот тест для вас был увлекательным и познавательным, и вы для себя открыли новые знания. Пишите в комментариях, что вы узнали нового.